Так, сейчас будет смертельный номер. Вот. Видишь? А как так? Очень переживал насчет лодки, но... 8 банок. Ну, 8 литров. Вы прям угадали. Вот так вот выглядит тепличка у мамы моей. Тут уже даже низкорослые спеют. У нас еще нет. Вот такие интересные перцы у нее посажены цвета. Еще таких никогда не видела. Как вы уже все поняли, всем огромный привет. Мы у родителей на даче. Ну как уже, это даже дачей не назовешь, я же говорила. Они уже тут скоро переселятся, будут тут жить в своем доме. Вот, и обошли мы огород. Как вы уже видели, у мамы спеют прям помидоры. Я не знаю, почему у нас не спеют. Возможно, что проблема то, что наша теплица часа 3 дня уже в полутени. Из-за деревьев. Мы даже не затеняли теневкой. У нее все 2 теплицы затененные теневкой. У нас не затененная теневкой. Я думаю, что проблема нашей теплицы такая, потому что рассаду сажали с мамой одинаково, там день в день. Высаживали, считай, одинаково в теплице. У нее уже полным ходом помидоры, у нее уже накрасились перцы. Но у нее такая проблема, у нее завелась тля. Они уже кропили 2, наверное, раза. И все равно она возобновляется и действует. Может, кто-то посоветует, чем обработать. Но хочется обработать тем, что вывод идет от вредителей быстрый, потому что уже, вы же видите, уже перцы можно кушать, они уже доспевают, грубо говоря. А если покропить чем-то таким серьезным препаратом, там выход 30 дней. То есть это тоже не подходит. И что делать, я не знаю. Ну, я такое первый раз вижу, чтобы так тля напала, правда? Но перцы просто все облеплено. Так что ждем советов. Ну вот, видите, какая тля. Прям ярко выражена. Много облеплено, но она уже не шевелится. Но не возобновится ли она снова? Приехали мы не просто так. Нужно помочь положить по всему дому пеноплекс, так как будут уже заниматься отоплением, вода и все остальное. Поэтому сейчас начинаем с первой комнаты, надо пристреляться к работе, а дальше уже все будет побыстрее. Главное начать. Главное подбивать такие сильные явные бугры, чтобы пеноплекс хорошо ложился, он не гулял. У тебя уже опыт есть. Ты мне тут помогаешь. Там не помогала. Там сам был. Ну да. Я была с Никушей маленькой. Это вроде нормально было. Пойдет.
тебя в этот раз много подсобных рабочих. Принеси, И подай, в этот раз подмети. легче, знаешь. Если хочешь сэкономить, то получается тяжелее. Ну да. Здесь складывается специально предназначен для этого замки Г-образные. И зазоров нету, не надо не склеивать ничего. Ну да. А у нас же пенопласт туда-сюда ездил, щели не щели, пришлось проклеивать. И мы пленку не ложили под низ. А пленка вот эта, которая здесь лежит, это оказывается, я только сейчас узнал, это гидроизоляция. Бетон пьет. Да. И на будущее будем знать, придется, короче, наверное, нам какой-то новый дом строить. Ну да, мы сейчас научимся на 2 домах. Такой, который будет уже идеальный просто. У тебя есть место, где строить? На Мы хуторе? когда свой построили. После того, когда уже начали там жить, сами себе сказали, вот если бы еще раз сделали бы все совсем по-другому. Да, вот тут будет все иначе. Все, на хуторе стройку начинать. Ну, понимаешь, да, гидроизоляция на самом деле. Так должно быть. Вообще с пеноплексом много плюсов. Пенопласт режется плохо. Раз. Крошится. 2. А пеноплекс вот так вот. Чикс. Отрезал. Отломал. Ну это нож уже подступился. И ни крошки, ничего нет. А мы у нас, помню, и пылесосили, эти шарики катались по всему дому, прилипали к тебе эти шарики. А тут все гораздо легче. Кусочки осталось поподрезать. Самое сложное, самое ужасное просто. Ну да. Как... Там подрежь, там не дорежь, там не получилось, там что там все. То есть это самое сложное. Вот так вот с кусками работать. Ничего, справимся. Ну уже почти все. Да, из того, что надо делать, то все. Так, ну все. Все, что сегодня запланировано, сделано. И коридор до ванны. Тут еще будет разводка воды, поэтому ничего не делали. И комната у нас. Все. Такая уже красота. Ну и на террасе. Все. Ну все, да, справились. А теперь хочу вам прийти показать урожай чеснока и лука. Вот у мамы что выросло, там оно у нее сушится. Мы сейчас вместе с вами пойдем и посмотрим, что же у нее вышло. Уже помидоры мы видели, перцы видели, а это еще не видели. Пойдем. Сушится у нее все на ее комплексе. Погреб, дровник, все, кто с нами давно помнит. И вот у нее такая вот красота здесь лежит. О, ничего себе. И просто у нее есть такие экземпляры лука. Я за свою жизнь еще таких не видела. Вот честно, честно. А как так получилось? Голова младенца. Понимаешь? Вот. Видишь? А как так? Так тут, смотри, еще два каких огромных. Вот. Смотри, вот там, вот там, вот там. Тут таких огромных много. Но она говорит, ну и маленькая есть. Вот это она считает маленькой. Вот это вот. Это у нас огромный наш. Да, это наш огромный. Представляете? Но учтем еще то. Факт, что у нас посажен тот же лук. Она с нами делилась.
Помнишь, мы на зиму сажали? Это же все посажено на Так и зиму. салатный, смотри, какой огромный. И салатный огромный лук. Вот, это, кто не знает, фиолетовый лук, Да. это салатный. Он Смотри. сладенький такой. Смотри. Просто. Просто. Понимаешь? У нас так не вырастает. Один и тот же сорт лука. Ладно бы сказал, ой, там разный мы там лук посадили, там. Здесь это вообще. Это чудо. Это чудо. Я просто ей поаплодируем. Вырастила она лук, ну вообще молодец. Ну и Всё чеснок зависит. неплохой. Да, и чеснок неплохой. Чеснок она нам тоже давала, этот же чеснок. Ну вот, он еще у нее просто не почищенный. Вот мама так делает. Мы обрезали, но обычно у нас бабушка вязала венки. Вот как-то она связала венки из этого, и у нас чеснок испортился. В этом году мы обрезали. В следующем году я планирую точно так же делать. Будем выкладывать где-то. У мамы, видите, есть навес такой огромный, куда она может вот так все выложить. У нас как бы тоже можно было под навесом, где у нас сейчас сохнет чеснок, но мы не сделали. Не знаю, будем придумывать в следующем году, куда мы будем вешать, потому что много зрителей писало, оно вешается еще из вот этих, татарок, я не знаю, как это назвать, еще со стебля отдается все питание. Ну, как бы мы всегда так делаем в последнее время, все у нас хранится. У нас не портится чеснок, у нас не портится, в принципе, лук. У нас хуторской лук мы ели до конца. Вот. Потому что на хуторе другая земля, лук не гниет. Если как в деревне, то у нас лук гниет. И у мамы здесь тоже. Ну, я не знаю. Здесь я не знаю, тут можно несколько блюд приготовить. Да. Тут надо на закатку килограмм лука. Одну луковицу берешь и пошел. Ну, одну такую и одну маленькую, это будет килограмм лука. Даже интересно, надо ей сказать, чтобы она большие луковицы взвешивала, чтобы мы потом вам рассказали, сколько весит вот она срежет и сколько весит одна луковица. Уже у нее, можно сказать, уже можно с ним работать, уже у нее все высохло, поэтому ей предстоит еще грандиозная работа, но я в большом восторге. Честно. Я такого еще не видела никогда. Я видела, что снимают видео, знаешь, какой лук? Садят из семечки, дома выращивают такие, подстригают там все. Как-то он там называется. Не буду сейчас там говорить, могу ошибиться, как называется, но думаю, меня поняли зрители. И вот такие луковицы из того, из семян выращивают. Но здесь посажено просто. Лук всего посажен. Чудо. Чудо. А еще мама увлекается очень плетением из ротанга. Она наплела вот таких вот корзин, очень красивых. Но они не простые корзины, это пасхальные. Я сейчас вам покажу, что внутри. Внутри каждой корзинки вот такая вот красота. Помимо таких корзин, подставка, пожалуйста, под заварный чайничек. Я себе на улицу заберу. Подставка такая пробная под кружечки. Тоже очень красиво. И вот такие вот мисочки. У меня уже всяких разных много корзиночек таких. Это для хлебушка там можно. Для, я не знаю, каких-то вкусностей. Вот такие еще тоже есть. И вот это вот тоже такая пасхальная корзиночка. Сюда куличик какой-нибудь на стол порезать. В общем, очень-очень красиво.
еще вот такую вот конструкцию. Сейчас по дороге завезем на Липовый хутор наш. Доехали мы вот с такой вот, с таким подарком, назовем это так. Поработали и заработали. И заработали мы вот такой вот кубик. Такой кубик очень дорого стоит на самом деле. Помнишь, мы с тобой смотрели? Во-первых, не найти их нормальных, хороших. Они же пищевые считаются, правда? Ну, да. Это раз. Два. Ну, не прям он хорошем очень состоянии. дорогой, но стоит денег. Дороже, наверное, вот эта Это мы, наверное, с конструкция. тобой смотрели, но за такие деньги не было. И плюс вот такая вот конструкция, которая будет выполнять две функции. Это будет полив теплый, как нам все и писали. Но я хочу сказать так, что мы свой огород приучили к холодной воде. Да. С самого вот просто из саженцев, из семечек все поливалось холодной водой. Мы приучили, у нас ничего не болеет. Ну да, ну все И вот растет. какой урожай вы прекрасно знаете. Но вот эта вот бочка, она будет стоять на высоте, она будет выполнять функцию полива, будет хорошее давление Угу. с такой высоты. И мы сделаем душ. На хуторе свой душ, теплый, Будешь полоскаться. бодрящий, да. Но сейчас хотелось бы поставить сразу как-то. С прицепа, может, сможем мы с тобой вообще это сделать? Не знаю. Я у тебя только есть. Она очень тяжелая. Сейчас мы попробуем. А еще у нас такие мячики вырастали. Грибы. Вот этот можешь что сбил, а тот пускай растет, дети играют ими в футбол. Да, они потом в эти такие мягкие становятся пушистые, как вата, типа. Но и они такие порох, ну такой из них Ну что, дым идет. надо что-то пробовать. Стой, меня подожди, может. Нет, так я с этим справлюсь. Опа! Так. Супер. С нами ящерица приехала. Путешественница. Теперь она будет лесным жителем. Во, будешь тут уже кайфовать. Ты в лес приехала. Что там, она ящерица? Да? Так, сейчас будет смертельный номер. Так, я сейчас буду пробовать поднимать. Так. Ты мне Раз, два, три. А ты на меня. Иди. Опа. Стоп. Давай. Подожди. Боже мой. Можешь поднимать. Подожди, руки переставлю. Чтобы толкнуть. Ничего себе. Команда. Видишь, кажется, сильная. Потом ящерица выпала. Не знаю. Ну это уже проблема ящерицы. Мы не будут туда. Пока нужно закрепить, если мы уже поставили. Воду набирать не будем, потому что нужно отремонтировать кран. Закреплю проволокой
на первое время, чтобы если будет где-то какой-то ветер, у нас тут бывают порывы, чтобы там не сняло, не стянуло, ничего не упало, не разбилось. Вот. А там посмотрим, что нам нужно, какие элементы, и будем придумывать, что тут делать должен. Мне кажется, ты со своим ростом тут не влезешь. Мы с тобой одинаковые. Да. Да. Надо вот где-то тут его делать, чтобы было повыше. Сейчас я приду, встану. Я такой купальщик. Мне надо теплота. Я теплолюбивая. Ну, нагреется. Еще надо придумать, как мы его тут... Не, ну есть идеи. Просто можно рейками зашить Но. доверху, прям вот отсюда и туда. И все, правда? Мгм. И будет красиво. Просто одинаково со всех сторон и оставить там входа где-нибудь. А так, только надо под лапы подложить, ровно сделать, а потом мы тут подвезем песка и выровняем. Его можно будет уже двигать, в принципе. Может, мы что-нибудь передумаем, куда-нибудь его перетащим. Мне Пока кажется, подложим, чтобы он нормально. не шатался. Вот сюда, вот так вот. Вот одно, и все. Мгм. Будет хорошо. А может он так и останется. Сейчас камень туда подложим, и тут видно ничего не будет. И он будет стоять ровно. Да. Сейчас Яна нас всех удивит. Мы думали, гадали, что это за необычное дерево. Мы его даже хотели спилить. Но из-за того, что оно так вот необычно закрутилось, оно очень красивое. Поэтому оно осталось. Кажется, оно еще очень вкусное. Это лучше. Представляете? С детства. Вот это вот Алыча. дерево, это алыча. Но Но она она померзла, померзла. видимо. Потому что она щас- первая цветет. Да, сейчас я покажу, где есть пару штучек висит. Вот, висит. Одна. Одинешенька. Также ждем урожайность яблок, чтобы попробовать вкусные и невкусные. И вот это вот, оказывается, слива. Потому Которую что точно тоже мы хотели спилить. тоже мы хотели спилить, но я даже не знаю, но вот есть, но тут маленькие какие-то падают. И все, как бы. Вот они. Может, если мы по осени обработаем от вот этого мха, от всего, начнем приводить деревья в порядок, да, она может и даст большие плоды. Вкусных слив я не нашел, но лучше вкусная. Жалко, что померзла. Ну, может, в следующем году все будет хорошо. А мы гадали, что это за дерево такое интересное. Ну и цветет так рано, да? И прям цветет сильно-сильно. Да. Ну вот. Поэтому оставляем ее 100%. Пускай будет. Яблони, сливы, Вишни. вишни, груши. Груши я Не не видел. знаю, но смородина и поречка. Черная смородина. Земляника, но она там почему-то не выросла. Потому что она вся в траве. в траве. Но мы доберемся к этому. До сада тут доберемся. Короче, тут когда-то был, получается, очень хороший сад. Да? Жил здесь какой-то очень хороший хозяин. Да. И оно так все размещено, правда? Да. Ну, то есть не в кучу. Яблони вот там в ряд. Тут в кучке яблоня со сливой, алыча отдельно. Там вишенки. То есть, ну, И там вишенки. и там вишенки. там Не кусты. заброшен сад. Не. Мы И просто там в порядок у нас большой привести. сад. Получается, на 25 сотках этих. На, 8, ой, на 19. На Да. 18. Вот. Поэтому находки. Находки. Пошли урожай собирать.
Все основные дела сделали. Огород полили, бочку установили, закрепили. Сейчас Яна собирает урожай. И нужно еще сходить, посмотреть, как там наша лодка. Кстати, спрашивали, нужно дать имя лодке. Мы еще в прошлом году дали ей название. Это Хуторянка. Решили проверить редиску, мы же сажали. О, ничего себе, я думал меньше. Сейчас, Так, слышишь, она еще за пару дней подрастет. да, сейчас наберем. Я сейчас просмотрю побольше на салатик сегодня. Вот, и оставляем. Сейчас у нас как раз будет потепление, что даст благоприятный рост. Еще раз напомню, нам этот сорт, который мы посадили сюда, нам советовали наши зрители. Называется сорт Дура. Написали, что он не идет в стрелку даже в жару, то есть его можно целое лето сажать. Поэтому мы решили проэкспериментировать, посадить и посмотреть, что будет. Потому что в нашу теплицу мы сажали другие. Очень хорошие сорта, вообще дали урожай 100%, правда? Все семечки просто всход. В следующем году мы, конечно же, их будем сажать. Но и мы прислушаемся к своим зрителям. И что-то тоже хотим пробовать новое. Поэтому посмотрим, что это за сорт, как он себе покажет. Вот. Поэтому будем смотреть. Ну, на салатик мы вот однозначно сегодня уже нарвем. Хватит нам, да, добавить к салатику? Срываем еще шпинат. Получается, сажали сейчас мы второй раз. Первый раз мы садили его в теплице. Идеальнейший урожай. И, естественно, ну, шпинат имеет свойство, конечно же, зацветать. Каких бы он там сортов не был, но этот сорт держится очень долго, он не зацветает. Не знаю, как он себя сейчас, конечно, поведет в эту погоду, но урожай мы собираем уже идеальнейший. Такой продается шпинат, вот такой молоденький, вкусненький в магазине. Еще раз напомню всем, потому что много было раньше вопросов мы отвечали, и я не раз называла. Сорт называется Space. Идеальный шпинат, ничего плохого не могу сказать. Всход 100%. Вот я как посеяла, взошла каждая семечка. Также мы сеяли это весной, и взошла каждая семечка. Мы сюда приедем через пару дней, тут просто будут огромные уже лопухи. То есть урожайность супер. Как Артем сказал, кажется, как будто только лето начинается. Ты посмотри, какая клубника сзади тебя. Сзади меня клубника. Сейчас, кажется, зацветет. Салат, смотри, сейчас вырастет. Да. Шпинат срываешь, редиска. Да. Что происходит? А Может, мы спали? Может, это сон? Может, очень бы хотелось. Так не хочется, чтобы это время заканчивалось. Это просто, это такие вот с мая, такие месяцы просто наслаждения. Вот. Еще я надеюсь, что сентябрь будет теплый, да? Угу. И у нас получится... Третий урожай редиски. Ну, мы можем, да, еще. Вот прямо сейчас можем посеять еще редиску. Вот, поэтому все, мы сегодня вот с таким урожаем, целая корзина практически огурцов. Я их завтра закатаю маленькими, снова мы нарвали наши кабачки, поэтому сегодня уже просто обязательно надо уже с ними что-то делать. Вот, так что приедем домой, еще будем снимать рецепт, будем готовить кабачковую икру. Нарываем, хочется сказать, весенний урожай, нарываем вкусный шпинат, сорвали вкусную редиску.
будем делать летний салатик дома. У нас уже помидор свой, огурец. Уже официально можно сделать прям разнообразный свой домашний салат, не добавляя ничего магазинного. Здорово. Угу. Вот так вот. Пучок радости. И вот так вот у нас хорошо взошла горчица, которую мы сеяли 2 дня назад. Очень переживал насчет лодки, но все в порядке. На плаву. Да. Малышка. Даже, наверное, без воды. Она так хорошо стоит прям. Ага. Все в порядке. Смотри, тут дерево это везде прорастает, да? Это хорошие новости. Это вообще будет классно, если вырастет. Тут дерево вырастет. Вообще. Вот тут и вот там вот на кончике маленьком тоже. Вообще будет классно. Да, Вот. Вот там, да. вот здесь. Да. Вообще будет супер. Вообще будет. Я рада. Чуть-чуть совсем воды в лодке. Я ее не буду сливать, пускай она там поразбухает, правда? Чуть-чуть, как мы тогда ее первый раз. Тем более сейчас будет пустили. жара. Она Ну высохнет. да. Ну, высохнет сама. Ну. Все, уже вечереет, надо ехать домой. С урожаем летним просто. Вообще. Я уже прям жду этот салатик. Август месяц, а мы как будто только лето начинается. Как и обещала, по возвращению домой будем готовить кабачковую икру. Это самый идеальный рецепт, самый простой. И панки стоят. У нас был такой печальный, грустный опыт. Мы с мамой моей готовили практически целый день. Но такой рецепт у нас не простоял. Банки взрывались. Это было очень печально и обидно. Это был рецепт, по-моему, там майонез добавлялся. В общем, и нашла я свой самый идеальный. Для кабачковой икры нам понадобится лук, кабачок, томатная паста, уксус, масло подсолнечное, соль, сахар и больше ничего не надо добавлять. Это быстро, легко и очень вкусно и просто. Мы съедаем. У нас осталось 2 банки с тобой. С прошлой нашей закатки. Поэтому мы сейчас будем делать двойную порцию. Напишем рецепты на половину, ну то есть на 1 порцию. Мы будем делать сегодня двойную.
Кабачок мы нарезали кубиками. Сейчас будем нарезать лук для того, чтобы его обжарить и добавить к нашим кабачкам. Кабачки будут ждать лук. Сейчас наша задача килограмм лука порезать. Еще раз повторюсь, у нас двойная порция, поэтому все умноженное на 2 в этом рецепте. Сейчас добавляем соль. У нас 2 столовые ложки, напомню, на двойную порцию. Пускай уже кабачок начинает пускать сок. И сейчас будем наливать подсолнечное масло, чтобы обжарить наш нарезанный лук до золотистого цвета. 200 мл нам надо отмерить. Обжарили лук, добавляем томатную пасту и будем ставить тушить целый час. Вот кабачки у нас уже протушились час. Очень важно все время постоянно помешивать, чтобы у нас не пригорело, потому что у нас здесь не сильно много жидкости. Это кабачковая икра. Она же должна у нас выйти густоватая. Поэтому на маленьком огне, чтобы кипело немножко, мы варим целый час. Сейчас мы будем взбивать блендером. Теперь добавляем сахар. На мою порцию это 4 столовые ложки. Далее 3 столовые ложки уксуса 9%. И со специй у нас идет черный молотый перец. Мы возьмем чайную ложечку и пол чайной ложки чили. Все. Все сейчас размешиваем, ставим на огонь. Как только закипит, сразу разливаем по банкам. И все, наша кабачковая икра готова. Все у нас закипело. Так же, как кетчуп стреляет. Всем быть аккуратно, приготовиться. Все, такая красота получилась. Получается, с одной порции выходит 3 пол-литровых баночки. У нас еще чуть-чуть осталось. Но мы не унываем, оно остынет, и мы завтра будем кушать вкусную кабачковую икру. Для разнообразия зимой это будет вообще... Я, допустим, лично очень люблю кабачковую икру. Это очень вкусно. Легкий и простой рецепт. Готовьте.
Все, можно официально сказать, что помидорный сезон начался. Когда мы что срезали? 2 дня назад? День назад. Ну да, день назад. Вот. И сегодня уже вот с самого утра в теплице очень много накрашенных. Сейчас мы польем. К вечеру еще накрасится, потому что на улице тепло. Нарываем груши. Уже тоже сейчас они резко массово начнутся. Мы ходили уже, подъедали, они падали. Все, начинается краситься груш просто большое количество. Не знаю даже, что мы с ними будем делать. Нарываем сейчас груши. Поедем к Артему родителям. Угостим их грушами. Сливы у нас есть тоже, угостим. Ну, вот как так уже едем. Будем забирать детей. Рассказывайте. Тут у бабушки эксперимент. Делаем сок живчик. Угу. А пахнет как этот, как магазинный, кажется. Ага. Бачите, який жовтенький. Настоящий сок яблучний. Так. Що ж я називаю? Ну, сейчас все начнут спрашивать рецепт. Нужно делиться. Я уже поняла, когда пробуешь, нужно сразу делиться рецептом. Что вы делали? Ну, нарізала яблука, заливала кипятком. Угу. Скільки яблук в каструлі і ровно з яблуками кипяток. І ложила тарілочку, гнет і стояли 12 часов. Ну, я бачила раз, але я злила, він такий світлий був. Угу. І я вирішила залити ще раз кипятком, щоб воно дійсно все витягнуло. Яблука плотні, залишилися вони такі. Ну, то есть вот это что слили, закипятили, снова залили, снова залила. снова гнет Кипятком. и снова І стояли. стояли 12 часов. Ну и вот сейчас мы Ось сцеживаем. зараз сцежуємо, будемо додавати сахар, лимонку Угу. і будемо кипятити в стерилізовані банки, И разливать. бутилки і закатувати. Будем по вкусу. Лимонку и сахар. Літру водки, наверное. Угу. Літру сока.
Ну вот, как и говорилось, 8 банок. Ну, 8 литров. Вы прям угадали. Одна чуть-чуть долилась. Будем пробовать. Перед тем, как доехать до Артема родителей, у нас остановочка случилась. Приехали мы на дачу Надежды, чтобы посмотреть вообще фронт работы. Тут покосили, спереди и немножко во дворе. И я уже даже забыла, как живую выглядит цвет наших окошек. Мне так нравится. Только уже забор не подходит, и много нам зрителей советовало это перекрасить, поэтому нам надо перекрасить забор, потому что мне тоже не подходит сюда. Вот такая вот у нас остановочка. Хорошая. Но все равно все свежо выглядит так, правда? Конечно. Окошки вообще мне так нравится этот цвет. Да. Прям очень здорово. Поэтому надо будет съездить, немножко тут поработать. Как любая дача, я не знаю, любой загородный дом требует того, чтобы за ним ухаживали, чтобы элементарно косили, покосишь и сразу красиво. Все, мы приехали. Идем. Такие взрослые. Дети! А чего такие взрослые? Привет. Ну чё, тут как у вас каникулы летние у бабушки прошли? Все хорошо? Боже, дети, вы такие большие. Вы такие большие, слышишь? Это вы что, выросли? Когда вы успели? Не знаю. Слушай, смотри, он тоже кого-то вырос. Чё расскажете? А чё ты мокрый? Так полно сладостей. Полно сладостей? А где вы сладости набрали? А у меня для вас какой-то сюрприз есть? Какой? Котята! Нет. Ник, иди сюда. Снимайте. Закрывайте. В смысле? В смысле? Это татуировка? Не настоящая. Она не настоящая. Настоящий. Настоящая. А хочешь дальше увидеть? Все, показали? Я не знаю. Еще одна? Зачем? Зачем? Прикольно. Что там? Прикольно. А ты на английском умеешь читать? А ты что, умеешь читать? Ну тут же папа, мама, я, Тимур. Я думала, это Понятно. А как ты рисуешь? Ну, я же давно хотел. Мне мама подарок сделала. Татуировку хотел? Да. Там Это же не просто татуировка. Ты же видишь? Это же наша семья. Видишь? Это же не просто Это татуировка. такое дерево, которое папа посадил когда-то. Да, И вот оно уже так разрослось. да, сейчас лагерь разобьется. Точнее, все разобьются на 2 лагеря. На татуировку, не на татуировку. 15 лет я мечтал об этом. Наверное, даже больше. Но это как вот, видите, это не просто татуировка. Тимур. Да. Подушка. Да, для меня это не просто татуировка. Папа. Что? Это бабушка Наташа вам передала. Он даже не падает. Все, будем ужинать. Домашняя картошка? Да, домашний. Молодая домашняя картошечка. Мы с бабушкой чистим. Да, Николь чистила, поэтому это будет самая вкусная картошка. Все, всем пока. До скорых встреч. Пока. Пока-пока. Встретимся завтра. Спокойной ночи.